Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я вам дарила очень много шепотков и заговоров. Можете открыть лечение водой, исцеление водой. Шепотки для матери, бабушки, тещи. Денежный сохран – это для денег. Излечение кожи – тоже шепотки. Шепотки для излечения детей и так далее. Очень много. Но я хочу продолжить и подарить вам заговоры для здоровья, потому что иногда бывает, что нам помощь нужна сиюминутная, никого нет или нет возможности вот прямо сейчас поехать в больницу, когда плохо становится. А есть болезни хронические, и не получается окончательно излечиться, они иногда поднимают голову и мучают. Как быть в этих случаях? Я вам подарю несколько заговоров, потом еще продолжу этот цикл. Некоторые из них созданы на основе моих бабушкиных работ, некоторые из них мои. Ну, в принципе, и то, и это мое. И все, кто пользовался этими заговорами, все довольны, и это прекрасно. Значит, можно продолжать вам дарить. Только сделайте правильно, и все получится. У многих болит спина. Причины разные. У кого-то позвоночная грыжа, и очень часто позвоночную грыжу вообще врачи не рекомендуют оперировать, потому что еще хуже становится. У некоторых просто переутомление, у кого-то, может быть, скажем, смещение костей позвонка. Ну, одним словом, позвонок изнашивается, как и наше тело за время. Бывают боли. Значит, указательным пальцем крутите вокруг больного места против часовой стрелки. Я думаю, что где там болит, вокруг вашей спины крутить-то рукой вы сможете. И читайте столько раз, пока боль не отступит. А боль отступит. Даже самая острая боль отступит. 3 темных духа идут с востока, 3 светлых духа идут с севера. Темные духи боль заговаривают, светлые духи болезнь снимают. Вселенная им в помощь, истинно. Говорите столько, пока боль не утихнет. И вот когда боль постепенно соберется в одной точке и закончится, вот тогда перестаньте читать. Перепишите себе, у каждого своя боль, перепишите и носите с собой. Но я думаю, что со временем вы наизусть выучите, потому что обычно у человека несколько таких мучающих острых недугов, которые всю жизнь его мучают. От головной боли. Если у вас постоянные головные боли, острые головные боли, обращайтесь к врачу. Вообще от мигрени я вам советую мигренол есть, а еще сильнее есть рельпакс. Это дорогие таблетки, рельпакс, но он блокирует, закрывает. Мигрень не лечится. Мигрень называют болезнью гениев. Боль начинается с половины лица, обычно с левой стороны, с левого глаза, и очень сильно болит. Такую боль терпеть нельзя, естественно. Обязательно надо заблокировать источник боли. Перед тем, как начинается боль, есть такое понятие аура. Это когда голова кружится, тошнит, и перед глазами красные, вот такие красный свет, красные пятна. Мигрень имеет различный источник. У кого-то шейные позвонки неправильно расположены, у кого-то неправильно идут сосуды. Но в любом случае это хроническое, это терпеть нельзя. Нужно таблетками излечиться, но бывают и боли, скажем так,
менее такие страшные, но нудные, такие неприятные. В любом случае, при любой головной боли это вам поможет до того момента, пока вы не окажете себе первую помощь. Нужно себя по голове вот так гладить, начиная с лобной части вверх. То есть вот от глаз, начиная вот так, гладьте волосы, как обычно. Погладьте себе и читайте. До того момента, пока это не закончится. Когда боль утихнет, смойте руку. Просто смойте руку, чтобы эта энергетика боли, она ушла, смылась вместе с водой. Итак, читать столько, пока боль не утихнет. Рука матери-богини создавала все живое, и боль мою головную снимет с меня. Мозг не гори, темечко не пылай огнем, виски не стучите, святой рукой матери-богини снимается боль. Да будет так. Далее. Желудок, поджелудочная. Это самая уязвимая часть, потому что со временем и связанные с тем, что мы едим, и то, что не всегда здоровая пища вокруг, и потому что мы любим фастфуд и прочее, со временем начинаются всякие проблемы с желудком и с поджелудочным. Ну и вообще возрастное бывает. Если у вас постоянно какая-то изжога, неприятные ощущения, если у вас вздутие все время, то есть у вас поджелудочная плохо работает, не переваривается пища, естественно. Если горечь во рту, это значит избыток, все, забыла. Желчи избыток, который появляется в желудке и дает горечью. Печень, может быть, не очень успевает за вашим желудком очищать то, что вы едите и так далее. Как быть в этом случае? Читать на воду 6 раз и выпить. Сделайте это несколько раз в день. Со временем вода начнет оздоравливать ваш желудок. Вода обладает памятью. То, что вы заговариваете на воду, те эмоции, то есть те желания, ту информацию, которую вы передаете в воде, она сохраняется. Вода имеет память, и она может понять вас, услышать и помочь вам в лечении определенных своих болезней. Еще раз говорю, это не говорит о том, что вы должны забросить лекарства, если вам приписали, что вы должны забросить лечение, если у вас серьезные проблемы. Это всего лишь облегчит ваше состояние или поможет, чтобы ваше лечение пошло впрок. Читать нужно 6 раз на воду после выпить. Несколько раз в день. Очень может быть, что после этого будет диарея. Такое возможно. Это очищение организма. И если у вас вздутие живота, и если у вас постоянное вот это неприятное ощущение, то есть вы себя вот ощущаете как, знаете, иногда люди не полнеют, а пухнут. Чувство вечно переполненного вот. И это очень неприятно. И со временем постепенно вода уберет оттуда всю эту вот ненужность, и вы заметите, что у вас осядет, что у вас фигура более такая станет, скажем так, здоровая, да. Читаем на воду 6 раз и пьем. Вода Ульяна, Маримьяна, через меня пройди, дойди до желудка, очисти болезнь, смой, как река смывает песок в океан. Оздорови и исцели. Пусть, извиняюсь, отвлек он. Тут сидит, просто мешает. Вода Ульяна, Маримьяна, через меня пройди, дойди до желудка, очисти болезнь, смой, как река смывает песок в океан. Оздорови, исцели, святое влага, мне во благо. Да будет так. Пойдемте дальше. От сердца. Сердце у нас источник жизни. Если начинаются сердечные колики, это значит, что либо мы много жирного едим, и у нас начинается постепенно сужение сосудов. Это может
к инфаркту привести, это может к ишемии привести, это может к сердечной недостаточности. Надо следить за своим рационом. Сердце болит не только из-за нервов, а еще и из-за неправильного питания. Поэтому, если у вас болит сердце, левую руку положите на сердце, знайте, где она. Не прямо на грудь, а чуть ближе к солнечному сплетению, посредине сердца. Ну, как бы там ни было, положите ладонь с левой стороны и говорите столько раз, пока сердце не успокоится. Либо она быстро бьется, либо она начинает колоть, либо там какая-то такая острая режущая боль. Это вам поможет на этот момент. Но потом проверьтесь, естественно, потому что может быть у вас серьезная проблема. Источник жизни, даритель дыхания, благословляю тебя на благой труд. Аминь. Так вот, можете шепотом, можете в полголоса говорить. Источник жизни, даритель дыхания, благословляю тебя на благой труд. Аминь. Через некоторое время сердце начнет успокаиваться. Мы можем говорить со своим телом. Мы можем давать указания своему телу. Мы можем просить свое тело. И это работает. От усталости. Если вы чувствуете, что у вас упадок сил, читайте на воду и постарайтесь выпить эту воду в 2 глотка. Или, ну, как так, разделите. Просто одну часть выпейте залпом, потом вторую часть. Желательно так. Если не получится, все равно ничего страшного, но в любом случае постарайтесь в 2 раза, то есть его раз залпом выпили, потом остальную часть. Читать на воду нужно 7 раз. Сад Эдемский, рай земной, по одну сторону Ефрат течет, по другую сторону Тигр течет. Как они бесконечны и вечны, так моя сила вечна да бесконечна. Ефрат мне силу даст, Тигр укрепит, тело оздоровит. Эдемским садом станет мое тело, и да не устанет. Аминь. От выпадения волос. Многие с возрастом замечают, что волосы становятся редкие, ломкие и нездоровые. Тускнеют, теряют свою упругость, блеск. Начитайте на расческу, на любую. Можно вот на этот ежик, который на вот эти щетки, можно на обычную расческу. Начитайте и расчешите волосы. Начитать нужно 3 раза. Постарайтесь каждое утро это сделать. Со временем заметите, что ваши волосы начинают оздоравливаться, и меньше ломкости, меньше выпадения. Ну, это примерно месяц, он уже начинает постепенно оздоравливать волосы. Можно, ну, может и больше, смотря с какой энергией вы читаете. То есть раньше, извиняюсь. Бабка Соломонидушка на расческу заговор читала, да голову мою расчесала. Расти волос густой да здоровый. Сколько на поле летом колос, столько у меня будет волос. Сколько капель в стакане, столько косичек мне заплести. Красоваться, густой косой, миловаться, первой красавицей стать. Аминь. Очень помогает от выпадения волос. Проверено. Если у вас рана на лице, на руке, либо даже после того, как вы потрогали лицо, там прыщи и прочее, начали копаться всюду и везде, куда не надо. Потом бывает, что рана не заживается или рубцуется, то есть долго процесс идет заживления. Средним пальцем крутите вокруг раны против часовой стрелки. И говорите: в лесу дерево старое иссохло, так и ты рано иссохни, да сгинь. Аминь. Сделайте несколько раз. Ну, может быть, от 6 до 12 раз. Вот так покрутите и читать. И на утро вы заметите, что эта рана срубцевалась, а иногда вообще исчезает.
Если у вас температура и никак не можете с этим справиться, и лекарства не очень помогают ненадолго, попробуйте прочитать этот заговор на воду и выпить. 3 раза читается. Кто меня родил, тот и отходил. Жар спадай, тело оздоровись, лихоманка уймись, сгинь, остынь. Вода огонь тушит, а во мне хворь задушит. Тело оздоровит, оживит. Аминь. 3 раза прочитайте, выпейте. Через некоторое время заметите, что жар начинает спадать. То есть и лекарство впрок пошло, и тело начало усиливаться. Если у вас нету силы и постоянно вялые дома, чтобы успеть все дела сделать, опять начитайте на воду и выпейте, потому что вода обладает такой целительной силой. И какую информацию скажете в воде, такую информацию получите обратно. Как Самсон был силен, до льва на части порвал, так и я сил наберусь и с делами справлюсь. Самсон был силач в Израиле, а я в доме своем истинно. На сегодня все. Продолжим этот цикл заговоров. Но пока что пользуйтесь этими. А другие заговоры на здоровье тоже можете найти. У меня на канале очень много шепотков и заговоров в помощь человеку простому. Всем удачи!